Всем добрый день! Я рада приветствовать вас на канале, где собираются красивые и легкие в исполнении узоры спицами. С вами Яна, и сегодня я хочу предложить связать красивый ажурный узор. Давайте приступать. Для этого узора нам необходимо набрать на спицы количество петель кратное 8, плюс 1 петля для симметрии и 2 кромочные петли. В высоту этот узор состоит из 10 рядов. Я набрала для образца 3 раппорта, 1 петлю симметрии и 2 кромочные петли. Не обращайте внимания на новый дизайн моего пальца, ничего страшного, скоро все будет хорошо. Итак, первый ряд. Кромочную мы снимаем. Первая петля лицевая. Следующие 2 петли мы должны провязать за заднюю стеночку лицевой. 2 вместе лицевой за заднюю стеночку, то есть 2 вместе с наклоном влево. Следующая петля у нас лицевая, накид, еще раз лицевая, накид. Следующая петля у нас опять лицевая, и следующие 2 петли у нас вместе с наклоном вправо, то есть мы должны провязать 2 петли вместе за переднюю стеночку, и у нас получится 2 петли с наклоном вправо. Это у нас раппорт первого ряда. Сейчас мы будем его повторять. 1 лицевая, 2 петли вместе лицевой за заднюю стеночку. Далее 1 лицевая, накид. Еще раз 1 лицевая, накид. Далее 1 лицевая и 2 вместе лицевой за переднюю стеночку. Мы провязали второй раппорт. И еще один раз. 1 лицевая, 2 вместе лицевой за заднюю стеночку. 1 лицевая, накид. Еще раз 1 лицевая, накид. 1 лицевая, 2 вместе лицевой за переднюю стеночку. В конце ряда у нас остается 1 петля симметрии, мы провязываем ее лицевой петлей. И кромочная у меня изнаночная. Далее 2, 4, 6, 8 и 10 ряд, все петли изнаночные. Я второй ряд немножечко провяжу, а последующие ряды я показывать не буду, для того, чтобы сэкономить время и не затягивать видео. Все петли, включая накиды, мы провязываем изнаночной. Третий ряд. Третий ряд вяжется точно так же, как и первый. Повторяем первый ряд. 1 лицевая, 2 вместе лицевой за заднюю стеночку. Далее 1 лицевая, накид, 1 лицевая, накид. Далее 1 лицевая и 2 вместе с наклоном вправо. Но у нас петельки уже развернулись, так как я вяжу бабушкиным способом, и нам нужно опять вернуть их задними стеночками вперед. Вот так. И после этого мы провязываем 2 вместе лицевой за переднюю стеночку. Мы провязали раппорт третьего ряда. Повторяем. 1 лицевая, 2 вместе лицевой за заднюю стеночку, 1 лицевая, накид, 1 лицевая, накид, еще 1 лицевая, и переворачиваем 2 петли задними стеночками вперед, чтобы провязать их с наклоном вправо. 2 вместе лицевой за переднюю стеночку. И последний раппорт. 1 лицевая, 2 вместе лицевой за заднюю стеночку, 1 лицевая, накид, 1 лицевая, накид. Следующая тоже лицевая, и следующие 2 петли мы разворачиваем,
провязываем 2 вместе лицевой за переднюю стеночку. И в конце у нас остается петля симметрии, мы провязываем ее лицевой и кромочная петля. Далее 4-й ряд у нас все петли изнаночные, я их показывать не буду, пропущу. И сразу перейдем с вами к 5-му ряду. 5-й ряд. Снимаем кромочную. Первая лицевая петля у нас петля симметрии. И начинаем вязать раппорт. 1 накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, это значит 2 вместе лицевой за заднюю стеночку. Следующие 3 петли мы провяжем лицевыми. 3 лицевые петли. Следующие 2 петли нам нужно провязать вместе с наклоном вправо. Мы переворачиваем петельки, провязываем за переднюю стеночку 2 вместе лицевой. Делаем 1 накид и провязываем 1 лицевую. Это у нас раппорт 5-го ряда. Повторяем. 1 накид, 2 вместе лицевой за заднюю стеночку, 3 лицевые петли. Следующие 2 петли мы переворачиваем, чтобы провязать их вместе за переднюю стеночку. 2 вместе лицевой за переднюю стеночку. Далее мы делаем накид и 1 лицевая. И 3-й раппорт. Повторяем. 1 накид, 2 вместе лицевой за заднюю стеночку, 3 лицевые петли, 2 петли следующие мы переворачиваем, провязываем вместе лицевой за переднюю стеночку, делаем накид и последняя петля у нас тоже лицевая. В конце кромочная. 6-й изнаночный ряд я пропускаю, все петли изнаночные. 7-й ряд. Кромочную снимаем и начинаем сразу вязать раппорт. 2 петли лицевые, 1 накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, то есть за заднюю стеночку, 1 лицевая, 2 вместе с наклоном вправо, предварительно перевернув петельки и провязать за переднюю стеночку, 2 вместе лицевой, 1 накид и 1 лицевая петля. Раппорт 7-го ряда. Повторяем. 2 лицевые, 1 накид, 2 вместе лицевой за заднюю стеночку, 1 лицевая, 2 вместе за переднюю стеночку, предварительно перевернув петли, 2 вместе лицевой, таким вот образом, 1 накид и 1 лицевая петля. И еще раз 2 лицевые петли, 1 накид, 2 вместе лицевой за заднюю стеночку, 1 петля лицевая, следующие 2 вместе лицевой за переднюю стеночку, предварительно их развернув, 1 накид и 1 лицевая петля. В конце у нас остается петля симметрии, мы провязываем ее лицевой и кромочная петля. 8-й ряд я тоже пропускаю, все петли провяжите изнаночными. 9-й ряд. Кромочную снимаем, провязываем 3 лицевые петли, 2, 3, делаем накид. Следующие 3 петли мы должны провязать вместе, чтобы центральная петля оказалась сверху. Для этого мы подхватываем первые 2 петли правой спицей и сзади подхватываем дальнюю петлю, вот эту вот, меняем петли местами вот таким образом и провязываем все 3 петли
вместе за заднюю стеночку. Когда будете менять эти петли местами, не потеряйте накид. У нас здесь перед этими петлями есть накид. Далее делаем еще один накид и провязываем 2 петли лицевыми. Раппорт 9 ряда. Повторяем. 3 лицевые петли. 1, 2, 3. Делаем накид. Следующие 3 петли мы должны провязать вместе, чтобы центральная оказалась сверху. Меняем первые 2 петли местами вот таким образом. Накидываем обратно на спицу. Смотрите, не потеряйте накид. Он постоянно хочет у нас сбежать. И провязываем все эти 3 петли вместе лицевой за заднюю стеночку. Вот так. Делаем еще один накид и провязываем 2 лицевые петли. И последний, 3-й раппорт. Давайте повторим. 3 петли лицевые. 1, 2, 3. Делаем накид. Следующие 3 петли вместе с центральной сверху. Поменяем местами первые 2 петельки. И провяжем все 3 вместе лицевой за заднюю стеночку. Вот так. Делаем еще один накид и 2 лицевые петли. В конце у нас остается петля симметрии, мы провязываем ее лицевой и кромочная петля. 10 ряд, как и все четные ряды изнаночные, провязываются изнаночными петлями. Все петли изнаночные, включая накиды, мы провязываем до конца ряда. Ну вот, мы провязали один раппорт в высоту. Рисунок прекрасно виден. Вот такая вот у нас получается история. Очень симпатичный и легкий узор. Давайте рассмотрим образец побольше. Вот такой образец мы получим в итоге. Очень красивый ажурный узор. Изнаночная аккуратная у нас сторона. Если такой узор вам понравился, не забудьте поставить пальчики вверх. Подписывайтесь на канал те, кому он показался интересным. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы он оповестил вас о новых видео. А вас я хочу поблагодарить за просмотренное видео, пожелать вам всех благ и всего самого доброго. Всем пока!